У нас есть уже те компетенции, которые не было в самом начале. Мы занимаем лидирующую позицию. Если ты спроектировал что-то сегодня, то через 3-4 года, возможно, это уже будет отсталым. Тут волей-неволей ты станешь перфекционистом. Посмотреть, что наша компания предлагает, в каком виде. Конечно, горжусь. Мне было очень приятно, когда мои дети катались на тех же самых транспортных комплексах. Здравствуйте, это UST Insight. Сегодня у нас в гостях Юрий Кощук. Добрый день, Юрий. Добрый день, Ольга. Юрий – начальник управления транспортных эстакад. Юрий работал с технологией еще тогда, когда она только начинала воплощаться в железе. Юрий работает в компании и сейчас, когда она переходит к этапу масштабирования и коммерческого внедрения. Юрий, если очень просто, чем вы занимаетесь? Если вы немножко знакомы с нашей технологией, то она разделена, по сути, на два крупных таких объекта, участка, работы. Это транспорт и то, по чем ездит транспорт. Так вот, непосредственно проектирование путевой структуры занимается управлением, которым я руковожу. Путевая структура и транспортная эстакада – это одно и то же? Для нас, по сути, да. У нас для этих терминов на сегодняшний день согласовано в Республике Беларусь специальный ГОСТ, в котором мы для того, чтобы говорить на одном языке, привели все эти термины в соответствие и обозначили их определение. И готовим точно такой же документ на согласование в рамках союзного государства. Вы не только проектируете путевую структуру, но и попутно проектируете оснастку, еще оборудование. Почему нет готовых решений? Почему нельзя пойти на условно-инжиниринговый рынок, и выбрать интересующие вас детали? Мы проектируем ту оснастку, которая непосредственно влияет на характеристики нашей конструкции, путевой структуры. Дело в том, что эта конструкция на стыке машиностроения и строительства. То есть это как несущие конструкции, на которых опирается машина, наш транспорт своим весом, колесами, так и те ровности и характеристики рельсового элемента, которые мы задаем. Для того, чтобы именно обеспечить ровность, комфортность, шероховатость соответствующая была нашего рельсового элемента, мы используем в строительстве нашу специальную оснастку. Она, к сожалению, действительно проектируется индивидуально под те задачи, которые мы ставим перед организацией монтажной и нашей конструкции, чтобы обеспечить соответствующие характеристики, повторюсь еще раз, которые в КД заложены конструктором. Сотрудничество с БелНИИС – это научно-исследовательский институт строительства белорусский наш. Он как-то помогает вам в этом вопросе? Вы просто сказали, что работаете на стыке строительства и машиностроения, и здесь, наверное, логично было бы работать совместно с БелНИИС. Дело в том, что БелНИИС на сегодняшний день осуществляет в рамках нашего адресного проекта по строительству путевой структуры в санатории Сосны научно-техническое сопровождение. То есть, поскольку наша конструкция не имеет четко регламентированных каких-то требований, то есть нет таких ГОСТов, норм, которые четко регламентируют, как должна выглядеть преднапряженная рельсострунная эстакада, согласно тем задачам, которые мы перед ней ставим, которые заложил идеей Анатолий Эдуардович, то есть там и присутствует инновация. Соответственно, мы решаем вопросы с учетом того, чтобы это все-таки было, естественно, безопасно, комфортно, удобно и так далее. Соответственно, не всегда можно уложить эти решения в те существующие нормы, которые на сегодняшний день используются как в стройке, в основном, и в машиностроении, скажем так, несколько другие подходы, чем в стройке. БелНИИС помог нам адаптировать нашу конструкцию под основные нормы, которые применяются в стройке. Хорошо. Сотрудничество с БелНИИС – это была ваша идея или эта организация была навязана вам сверху, как большой брат? Скорее навязана распорядительными документами, которые регламентируют строительство Республики Беларусь. Дело в том, что данный объект, поскольку он, опять же, имеет определенные требования, которые не укладываются полностью в строительные нормы, то разрешение на строительство было дано с учетом оформления СТУ, специальных технических условий, которые БелНИИС, как одна из организаций Республики Беларусь, которая имеет право их разрабатывать, и разрабатывала. Мы в этом тоже принимали посильное участие, то есть задавали какие-то определенные требования, которые мы должны выполнять. В экотехнопарке представлено 5 типов трасс. Для чего компании такой набор прям? Почему нельзя обойтись одной трассой, унифицировать ее под разные потребности? Эти трассы представляют из себя совсем разные воплощения идеи Анатолия Эдуардовича в зависимости от того, что, наверное, требуется заказчику в принципе. Есть трассы, которые позволяют проезжать составом.
То есть несколько между собой сцепленных условно ну, вагонов, таких как у нас вот реализован есть 212-я Ю-220, вернее, машина, которая может перевозить большое количество пассажиров. Есть трасса, которая позволяет грузовым транспортом с большими грузами, возможно, в перспективе контейнеровозы, которые превратятся, проезжать тоже с большими скоростями. Есть трасса, которая имитирует высокоскоростную, скажем так, транспортный комплекс, которая машина в перспективе может ну, где-то порядка 500 км в час развивать. Трассы гибкие, например, которые у нас наиболее зрелищные и которые имеют большие пролеты, в частности, пролет 400 метров на ЭТП у нас реализован, это трасса больше городского какого-то назначения, пригородного, где машинка достаточно компактная, относительно небольшое количество пассажиров, которые там 16-20 может перевозить, и она может проезжать, опять же, большими пролетами. Для других трасс, которых я назвал перед этим, эти пролеты избыточные, такие длинные, то есть они потребуют более крупных металлоконструкций для того, чтобы реализовать требования, предъявляемые как к транспортному комплексу в целом, так и к транспортной эстакаде. То есть это именно попытка представить наше, вернее, предложение рынку различные, в зависимости от назначения. Если заказчику нужно это, то мы можем предложить вот это. Если заказчику нужно что-то попроще, можно предложить что-то попроще. На каком этапе заказчик определяет, какая конкретно трасса ему нужна, какая конкретно путевая структура? Ну, скорее, это не заказчик, это происходит в диалоге, наверное, проектировщик-заказчик, потому что заказчики достаточно часто представляют у себя что-то одно, но с инженерной точки зрения всегда есть определенные как ограничения, так и лучшие предложения. Поэтому в диалоге между заказчиком и проектировщиком всегда находится, ну, скажем так, золотая середина, соответствующая которая, то есть и помогает заказчику, возможно, сэкономить деньги, получить более лучший результат, даже вау, а проектировщику заложить те решения, которые могут помочь тому же заказчику эксплуатировать эту линию там 100 лет, упростить эксплуатацию, сэкономить деньги и так далее. И опять же применить те готовые решения, которые на сегодняшний день на рынке существуют, а не выдумывать, не проводить какие-то дополнительные изыскания. 100 лет и высокая скорость. Как найти вот этот баланс, где найти золотую середину для того, чтобы транспортно-инфраструктурный комплекс, ну и, наверное, путевая структура была долговечна и при этом имела такие параметры, которые редко встречаются в асфальте? Ну, на сегодняшний день это требования генерального конструктора, и я считаю правильно о том, что мы должны проектировать наши эстакады, наш транспортный комплекс для того, чтобы он именно работал 100 лет. Как найти баланс? Ну, вот на сегодняшний день, согласно тем задачам, которые ставит Анатолий Эдуардович, мы и, я считаю, ну, как минимум, достаточно большой путь прошли, чтобы это реализовать. То есть у нас есть наработки, которые позволяют успешно говорить о том, что мы можем достичь параметра 100 лет. У нас есть соответствующие, ну, компетенции, то же самое наши расчетчики, которые ведут расчеты на долговечность, на циклическую прочность, на то, чтобы мы могли с уверенностью говорить, что эта конструкция способна, там, если необходимо, повторюсь еще раз, стоять 100 лет. Ну, что еще добавить? Ну, а скорость — это уже другой немножко, в моем понимании, параметр. То есть, если мы закладываем какой-то определенные скоростные режимы технические, то есть это больше ближе к тому, что требуется заказчику. То есть это требование, ну, хотя долговечность тоже это требование заказчика. Какое-то такое получается. Санаторий Сосны. Какая там будет путевая структура? Тип путевой структуры, жесткая, полужесткая, да, вот с какой задачей пришел к вам заказчик и к чему вы в итоге, до чего договорились? На сегодняшний день там уже спроектирована провисающая типа путевая структура. Она позволяет машине выполнять те функции, которые заказчик, ну, скажем так, определил. А, например, чуть-чуть подробнее, да, то есть какие конкретно функции она должна выполнять? Ее задача перевести пассажиров с одного здания, ну, корпуса имеется в виду, в другой. То есть это относительно небольшая трасса, но которая должна позволить с большим, я считаю, комфортом тем отдыхающим, которые проживают в санатории Сосны, с комфортом
переехать в другой корпус из корпуса, где проживают, например, в том корпусе, где будут проходить какие-то там процедуры, где можно получить релакс, отдохнуть и так далее. И потом, не нарушая свое состояние душевное, вернуться обратно. А путевая структура при этом позволяет эксплуатировать под ней там дорожное покрытие, то есть проезд транспорта не будет. Она при этом позволяет сохранить достаточно большой объем тех лесных насаждений, которые находятся рядышком. То есть мы не делаем дорогу на земле, как вы говорили, на асфальте, а выносим это наверх, если говорить своим языком. То есть ты при этом можешь еще, условно, получить эстетическое удовольствие, наблюдая за той природой, вокруг которой находится тебя. А вы сами были в соснах? Нет, к сожалению, пока не был. Но думаю, что придется побывать. Наверное, будет и не один визит. Есть ли какие-то у вас планы по началу строительства, именно не расчистки? Я знаю, что прошла расчистка территории, а по началу строительства. Дело в том, что начало строительства и вообще строительство — это больше прерогатива на сегодняшний день генподрядчика. Мы не сильно можем повлиять на это. Мы являемся, скажем так, помощниками той основной организации, которая осуществляет там стройку. Строительство СПА-комплекса, правильно? Да. То есть мы, условно, будем достраивать к этому зданию определенные конструкции в виде анкерных опор и посадочных станций, протягивать нашу путевую в соответствии с КД и соответствующим тем наработкам, которые у нас существуют, там определенные КД разработаны. И, соответственно, мы должны успеть к тем срокам, которые нам озвучили на сегодняшний день, все это реализовать. Поделитесь сроками? Я боюсь, что это не моя компетенция, поэтому лучше уточнить у компетентных органов. Инсайдерская информация. Но у нас же инсайд, поэтому очень логично, что я спрашиваю. Давайте так. Вроде как в этом году должно быть все готово. Супер. 2 Будем часа. надеяться. Класс. У компании есть 2 коммерческих: Unilight и санаторий Сосны. Чем отличается работа над коммерческим проектом от проектирования элементов путевой структуры для наших R&D-центров, которые в Марьиной Горке и в Шардже? Достаточно серьезно отличается. Почему? Потому что то, что находится на территории наших технопарков, это наши стенды, это наши испытательные какие-то сооружения. То есть это, да, готовая линия, но на которой мы отрабатываем как и технологию монтажа, так и сами конструкции. И конструктора в этом случае ограничены как и в сроках, потому что определенные требования, которые тот же самая готовность, как я вам сказал, уже инсайдерская, я проговорил в этом году, требует, чтобы мы как можно раньше подготовили свою конструкторскую документацию, проектную документацию. Ну, здесь давайте поставим такую вот точечку, point такой определенный. Конструкторская документация уже выдана компанией. Проектная документация была выдана. Вы в компании около 10 лет, могу ошибаться, но кажется так. Больше, наверное, с 2014 года, если не память Ух не ты, изменяет. значит, уже 12. Где-то да. Хорошо. За это время было много подходов, наверное, к проектированию путевой структуры. Можете сказать, привести в пример, как это проходило на начальных этапах и что изменилось теперь, вот с инженерной точки зрения, с конструкторской? За это время достаточно много решений, уже адаптированных под те требования, которые у нас существуют к нашей ресурсной эстакаде. То есть мы уже не ищем их, не пытаемся найти что-то, а применяем как, скажем так, опробованные на том же самом УТП. Уже есть возможность, имея опыт строительства тех же самых линий на ЭТП и в Шардже, говорить о том, что вот это решение наиболее оптимально. И, соответственно, мы их закладываем в те дальнейшие проекты, которые прорабатываем. Да, у нас есть еще необходимость, скажем так, и желание что-то улучшить, что-то переделать, и на это тоже тратятся ресурсы. Но, повторюсь еще раз, то есть задел, который Понятно. мы используем. Дальше люди, которые работают вместе со мной, это тоже достаточно много человек, которые имеют стаж работы в компании, наверное, и 10 лет, и 7, и 8. Класс. Они наработали опыт. У нас есть уже те компетенции, которые не было в самом начале. То есть некоторые расчеты мы делаем самостоятельно, например. А в начале нашей деятельности мы даже не знали, что их надо выполнять. То есть, опять же, те же самые подходы к монтажу путевой структуры, то есть требования к оснастке и возможность найти где-то все-таки универсальное решение, они были найдены, и мы их тоже применяем. Проще говоря, имея определенный опыт, мы упростили себе немножко жизнь. При этом мы смогли, я считаю, что на сегодняшний день Анатолий Дарович ставит более высокого уровня задачи, подойти к их решению.
Ну, в Понятно. принципе, если общим словами, где-то так. Можно сказать, что набивали шишки себе какое-то время, прям Мы и сейчас набиваем, почему? учитесь на своих же ошибках. Ну, наверное, специфика такая, да, струнный транспорт. Нельзя подсмотреть, как это делают конкуренты. Да, весь сегодняшний коллектив на сегодняшний день, он именно работает, как вы верно заметили, по сути, над теми задачами, которые на сегодняшний день в мире, ну, не сказать, что никто не думает, но как минимум я считаю, что мы занимаем лидирующую позицию в тех самых также преднапряженных конструкциях, которые мы применяем для наших рельсостроенных эстакад. Преднапряженные конструкции, где они еще используются, где вы можете черпать опыт в том плане, посмотреть, как это сделано, как это работает у Если других? брать именно опыт, то, скорее всего, наверное, нигде. Мы используем некоторые наработки и строительный орган, и строительной отрасли, пардон. Это, опять же, преднапряженные конструкции мостовые, это железобетон, который используется в различных строительных, не знаю, там, сооружениях. А вантовые мосты? В том Мне казалось, числе, это тоже да, близко. я же говорю, мосты как таковые очень похожи на наши конструкции. И достаточно много, действительно, не скажу, что подходов именно к проектированию мы стараемся учитывать в своей работе, которая применяется в этих конструкциях. Но, повторюсь еще раз, это действительно новая отрасль. Это новые какие-то подходы, которые на сегодняшний день к проектированию транспортных структурных объектов, которые мы реализовываем. Вы говорили о команде, затронули тему своих подчиненных, да? А у вас работает там несколько десятков условно инженеров с разными компетенциями. Какие качества сегодня, какой набор качеств сегодня наиболее востребован? Какие специалисты вам нужны? Ну, наверное, думающие, в первую очередь. Это самое главное. Потому что если ты думаешь, то я думаю, что любая проблема, любая задача тебе по плечу. Ты сможешь как-то найти, адаптировать что-то, посчитать, не знаю. То есть именно творческая составляющая, повторюсь еще раз, для меня, я считаю, самое основное в сотруднике, который должен ее не просто как бы иметь, а еще уметь реализовать. Интересно, что вы не говорите об академических каких-то таких серьезных, сильных знаниях, навыках. Ну, они тоже вроде как полезны, но обычно это связано еще с зашоренностью. То есть достаточно серьезные получаются такие ограничения. То есть вот в нормах строительных написано так, и мы делаем так. Только Хотя, так. если брать, исходя из тех задач, которые мы решаем при проектировании рельсостроенной эстакады, то есть это рамки, которые в строительных нормах, ну да, они столетиями там заложены, потому что пройден какой-то этап, там 300 лет ребята там строили там железобетонные конструкции, они решили так. Но у нас конструкция несколько другого плана, поэтому вот эти рамки, возможно, к нам не подходят. А если брать человека с академическим образованием, который вот именно получил серьезный, скажем так, натаскан вот на соблюдение этих норм, то ему будет сложно выйти из этих рамок. Поэтому, повторюсь еще раз, творческая личность не просто творческая, а думающая. Самый основной критерий на сегодняшний день, который, я считаю, должен быть у человека, работающего в управлении. Мы уже затрагивали с вами тему масштабирования, выход компаний к реализации коммерческих проектов. Одни из самых интересных и проработанных, наверное, Ростов-на-Дону или Алматы. Но это города с уже сформированной инфраструктурой. Насколько легко туда вписать будет транспортную эстакаду прям? Ну, здесь скорее вопрос к проектировщикам. При этом, опять же, мы можем использовать нашу эстакаду для того, чтобы эти инженерные сети поднять, перенести в рамках строительства той же самой эстакады, разместив вдоль пути при необходимости как трубопроводы, энерговоды и так далее. У нас есть соответствующие наработки, да, там определенные сложности опять же встречаются, потому что все это регламентировано. Даже те же энергосети, то есть соответствующие требования по безопасности должны быть соблюдены. Например? Расстояние, например, то есть от проводов, необходимая изоляция дополнительная, дополнительные конструкции в виде молнии, какой-то защиты и так далее. То есть это усложняет работу над транспортной эстакадой? С одной стороны, да. С другой стороны, мы просто переносим то, что находится, мешает нам, ну, скажем так, размещаем более удобное положение, я считаю, для тех же самых обслуживающих организаций. То есть это можно достаточно легко реализовать, опять же. Это не надо копать дополнительную траншею, а в рамках строительства организации той же самой рельсостроенной эстакады мы это все оставляем, вот, скажем так, в виде одной конструкции. Все, о чем мы сегодня с вами говорим, транспортные эстакады, типы путевых структур, коммерческие проекты, компания все это успела сделать за 10 с небольшим лет.
Как вам кажется, с инженерной точки зрения, это много или мало? С одной стороны, это много. 10 лет — это достаточно большой возраст. С другой стороны, если посмотреть вот у меня 3 детей, на моего ребенка, и вспомнить, что было в 10 лет, то я, честно скажу, очень мало. Зрелость какая-то определенная присутствует, но работы еще очень много и интересной работы. Какие задачи вы ставите для себя на ближайшее будущее? Не говорим про 10 лет. Ну, во-первых, у нас, я надеюсь, в перспективе будет еще несколько коммерческих проектов, и мы прорабатываем, в том числе в рамках, ну, скажем так, подготовки к их реализации, некоторые аспекты нашей конструкции. То есть задача стоит на сегодняшний день все-таки подготовить альбом или, условно, пул каких-то готовых решений, которые позволят проектировщикам оперативно проектировать наши линии при получении коммерческого заказа какого-то. Мгм. То есть для того, чтобы они могли просто брать готовые решения, Понятно. вставлять как кубик в ту документацию, которую они готовят для заказчика, и выдавать готовые проекты. Вы сейчас имеете в виду какую-то модульность, правильно? Ну, это даже не модульность, это скорее зрелость, не знаю, как правильно, решение. Это скорее наработки конструкторские, которые позволяют при различных хотелках наших потенциальных заказчиков найти оптимальное решение для их реализации. Это упростит работу конструкторам или Это для чего это скорее делается? проектировщикам упростит работу, потому что конструктора на этом будут не останавливаться. Всегда надо стремиться что-то улучшить, найти более приемлемые, лучшие решения. На сегодняшний день мир не стоит же скажем так, на месте. Появляются новые материалы. Появляются новые, скажем так, требования, опять же, по безопасности, по экологичности и так далее. Мне, например, в свое время очень, ну, скажем так, понравилось, не знаю, как правильно слово сказать даже, вернее, запало в душу требования нашего генерального об экологичности транспорта. То есть вот эти все требования предъявляют новые, скажем так, задачи перед конструктором. То есть если ты спроектировал что-то сегодня, то через 3-4 года, возможно, это уже будет отсталым, не востребованным на рынке и так далее. То есть ты должен тогда подготовить новое решение. Но при этом вы говорите о каталоге готовых решений. Но за это не которые говорит мы о том, что мы фиксируем. будем стоять на месте. Мы говорим о том, что мы подготовили и движемся дальше. Либо упростить, например, конструкцию до такого момента, что ее стоимость позволит реализовывать не трассы какие-то с помощью, не знаю, как правильно сформулировать, то есть не закладывая большое количество денег, а упростить их настолько, что может себе позволить какой-нибудь средний городок, жителей которых Понятно. порядка 30 тысяч Мгм. всего лишь. Насколько вам интересна работа с учетом перфекционистических требований, чтобы все было идеально? Не нужно много, не нужно партию, как на заводах, да, например, выпускаются автомобили, они выпускаются просто сериями, гонят их, особенно недорогие автомобили. А здесь такое, по сути, штучное производство. Дело в Насколько том, интересно что вам? первое — это ответственность. Давайте говорить откровенно. Все-таки по нашим трассам это обеспечивается проезд пассажиров. То есть тут волей-неволей ты станешь перфекционистом, потому что, это жизни людей, в конце концов, если брать уже обосредованно. Поэтому это даже не то, что интересно, это стиль, наверное, в какой-то мере конструкторской жизни. То есть ты должен быть уверен в том, что ты учел все нюансы, все аспекты, все факторы, которые могут повлиять на твою конструкцию, на твое решение, и ты обеспечил безопасность и уверенно можешь пройти условно по той конструкции, которая стоит у тебя над головой. Работа не снится? Нет, работа не снится, но работа занимает достаточно много времени. Дело в том, что достаточно интересные задачки встречаются. Я не говорю, что каждый день, но достаточно часто, даже когда сидишь за рулем, едешь по своим делам, не всегда удается забывать. Наоборот, начинаешь думать и искать решения для того, чтобы, например, завтра переговорить с коллегами о том, что вот тут, может, стоило поступить несколько по-другому. Вот так. То есть инженерные решения, они не всегда за компьютером приходят. Боюсь, что большей даже частью не за компьютером. А какая работа вам интереснее? Решать стандартные задачи за компьютером, те, в которых вы хорошо разбираетесь, или что-то придумывать, такие задачки со звездочкой? Наверное, задачки со звездочкой, потому что появляется, как это сказать, зона свободных решений, или, как это сказать, где ты можешь просто
даешь себе свободу, вернее так сформулировать лучше, и искать начинаешь решения, даже применяя, ну, скажем так, не стандартные какие-то там, где в интернете можно найти какие-то там предложения, а то, что лучше с твоей точки зрения можно найти, например, там, в другой отрасли, с другим подходом. Юрий, спорите ли с инженерами? Да. Или они со мной частенько, наоборот. Какой аргумент у вас железный в споре? Обычно, в зависимости от ситуации, тут не скажу, что есть один. Физика или математика? Что важнее в вашей работе? 50 на 50. Не бывает физики без математики, и математика бесполезна без физики. Есть ли инженер или изобретатель, к которому вы мысленно обращаетесь, если есть какая-то трудная ситуация? Ну, у нас генеральным конструктором является Анатолий Эдуардович, поэтому и мы воплощаем в жизнь его идеи, поэтому у нас авторитет один. Какую инженерную книгу читайте обязательно? Есть труд Анатолия Эдуардовича «Струнная транспортная система». Я специально хотел вот показать. То есть закладки у нас есть. Здесь описываются его идеи, те, которые он еще, наверное, в 70-е, 60-е годы, можно сказать, пытался сформулировать, описанные в его книге, и мы используем их в работе. Инженер – это профессия или способ мисления? Способ мышления. Если представить, что зритель из всего большого интервью запомнит всего один факт, одну фразу, какая она будет? Озадачили, не знаю. Спасибо. Я журналист по образованию, и для меня всегда было важно видеть результат своего труда, чтобы в статье, которую я написала, стояла моя подпись. Когда вы видите результат своего труда, вы гордитесь собой, вы понимаете, что вы молодец и ваша команда вместе? Ну, конечно, горжусь. Например, вот здесь можно именно пример привести, когда у нас проходил один из первых экофестов, я пригласил свою семью и А дети. можно чуть-чуть подробнее, что такое экофесты? Может быть, не все зрители просто знают. В свое время у нас на ЭТП, по сути, проводился день открытых дверей, относительно открытых дверей, потому что, чтобы ограничить какое-то, ну, чтобы не было столпотворения, просто продавались или выдавались определенным условиям билетики, и люди могли пройти на территорию ЭТП организованно, с обеспечением безопасности, посмотреть, что наша компания предлагает, в каком виде реализовываются наши линии, посмотреть на подходы той же самой экологичности, на сады и те, скажем так, идеи, которые культивирует Анатолий Эдуардович. То есть, и вот в рамках вот такого мероприятия у меня моя семья пришла, и ну, мне было очень приятно, когда мои дети, скажем так, с таким энтузиазмом, условно, катались на тех же самых транспортных комплексах, несколько раз пытались прокатиться на провисающей путевой структуре. И реальность на сегодняшний день такова, что каждое воплощение твоих трудов, оно просто помогает тебе в дальнейшей твоей работе. И ну, это просто гордость за тебя самого. И ты можешь просто похвастаться даже, извините, опять же, своим детям и своим друзьям. Класс, это очень важно в работе, получать моральное удовлетворение такое. Юрий, спасибо за интервью. С вами был UST Insight. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, указывайте, какие инженерные темы вам интересны, и мы обязательно к ним вернемся. Спасибо за внимание.